Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня моя очередная авторская разработочка. Очень красивый нежный тройной столбик. Крючок 1,4, пряжа 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Но я думаю, что эти столбики будут великолепно смотреться буквально из любой пряжи. Начинаем выполнение нашего узора с 17 воздушных петель. Выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Выполнили. Далее выполняю 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют полустолбик, накид, и ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 петлю от крючка и выполняю полустолбик. И так я вяжу в каждую петлю по одному полустолбику до конца ряда. Раппорт в ширину у меня 3 петли. 3 умножить на 5 это 15. Я буду 5 раппортов выполнять. И 2 петли я добавляю для формирования полотна. То есть я набрала 17 воздушных петелечек. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами продолжаем нашу работу. И я приступаю к выполнению наших тройных классных столбиков. Я начинаю с 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваю. И теперь очень внимательно выполняю 4 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок. И выполняю столбик с 4 накидами. Наш тройной столбик, напоминаю, моя авторская разработочка, основан на столбике с 4 накидами. Я выполнила столбик с 4 накидами. И далее очень внимательно. Вот смотрите, мои накиды. И я между ними ввожу крючок, захватываю нить столбика и провязываю. И считаем 1, 2, 3 и за нижнюю часть 4 петли на крючке. Далее ввожу крючок в следующую вершинку. И теперь все очень просто. Я провязываю по 2 петли на крючке. 2, 2, 2, 2 и 2. Вот такая красота у нас с вами получается. Далее я пропускаю первую вот такую петлю, ввожу крючок в следующую, захватываю и провязываю. Считаем 1, 2, 3 и 4. Ввожу крючок в вершинку, провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Все, наш с вами тройной столбик готов. Вот такая красота получается на основе столбика с 4 накидами. И еще раз повторим. 4 накида на крючок, ввожу крючок в следующую вершинку. Зацепилась ниточка. Давайте. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я ввожу крючок, как и ранее, и провязываю. 1, 2, 3 и 4. Далее вершинку. И теперь по 2 петли. 2, 2, 2, 2 и 2. У нас с вами получается вот такой двойной столбик. У меня также это авторская разработочка. Есть узоры с этим столбиком, можете посмотреть на канале. Мы продолжаем с вами работу, пропускаем. И 1, 2, 3 и 4. Ввожу крючок. И теперь по 2. 2, 2, 2, 2 и 2. Вот такая красота у нас с вами получается. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами.
Вот такая красота у нас с вами получается. И мы завершаем выполнение нашего ряда. Выполняем столбик с 4 накидами в нашу воздушную петелечку, которая идет сразу за вершинкой. Это у нас с вами вторая воздушная петелечка подъема. Напоминаю, выполняем столбик с 4 накидами. Мой ряд завершен. Еще раз смотрим, что у нас получилось. И у нас раппорт в ширину 3 петли, и сам столбик располагается на 3 петлях. Ему соответствует 3 вершинки. Вот такая красота. Далее я выполняю 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют полустолбик. Работу разворачиваю, накид, пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю полустолбик. Раз, два, 3, то есть каждую вершинку. Вот мы с вами 3 вершинки, да, и провязали. Здесь все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами находимся на изнаночной стороне моего полотна и продолжаем работу. Смотрите, не забываем провязывать вот 6-я воздушная петелечка подъема или 1-я от вершинки. Я выполняю полустолбик. Обязательно ее нужно провязать. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема и работу разворачиваю. И смотрим, вот наши супер классные, красивые тройные столбики. И давайте я начну выполнение. Вы продолжите самостоятельно. 4 накида, пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок, выполняю столбик с 4 накидами. Выполнили. И далее начинаем провязывание. 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И давайте продолжим. Пропускаем. Вводим крючок. 1, 2, 3 и 4. Вводим крючок в вершинку. И теперь провязываем 2, 2, 2, 2 и 2. И наша красота готова. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили все наши тройные столбики. Напоминаю, моя авторская разработочка. Очень красивые получаются, нежные такие и интересные. И завершаю выполнение столбиком с 4 накидами. Очень внимательно не забываем провязывать во вторую воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Все, наш с вами ряд завершен. И далее опять у нас с вами идет ряд полустолбиков. Я начну его выполнение, вы продолжите самостоятельно. 2 воздушные, которые заменяют полустолбик. Работу разворачиваю, пропускаю первую вершинку и начинаю выполнять мой ряд полустолбиков. И так далее. Я остановлюсь и повторю. Раппорт в ширину 3 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Нашему столбику соответствует 3 петли и 3 вершинки. Так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту. Вот такие красивые, уникальные авторские столбики. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий прием. Давайте назовем пока его это тройной столбик. Великолепно будет смотреться полотно, как связано сверху вниз, снизу вверх. При поперечном вязании эти столбики потрясающе смотрятся. Очень необычные. Можно совмещать с воздушными петелечками. Можно не полустолбики, а столбики без накида делать между ними. То есть все зависит от вашего желания и фантазии. Я показала сам прием. Напоминаю, это авторская разработочка. Столбик располагается на 3 петлях и ему соответствует 3 вершинки.
В этом случае раппорт ширину 3 петли, раппорт высоту 2 ряда. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!